Придите ко мне в этот момент божественной связи, когда мы призываем безграничную силу Вселенной для высвобождения финансового изобилия и преображения. Я хочу поделиться с вами замечательным призывом, молитвой, настолько мощной, что она может изменить вашу реальность и принести богатство прямо в вашу жизнь. Это не просто послание, это дверь. Дверь, которая была закрыта для многих, но сегодня я пришел, чтобы установить ключи твоей руке. Возможно, вы еще этого не знаете, но вы стоите на краю чуда. Да, ты избранный сосуд Божий, одно решение, одно откровение, одна акт веры от разблокировки избыта, которое было припасено для вас. Это послание – ваше подтверждение. То, что вы сейчас услышите, не случайность. Это божественное назначение, священное прерывание вашей рутины, потому что небеса решили, что пришло время для вашего благословения. Но прежде чем наследование, когда слово будет выпущено, вы должны услышать его полностью. Вы должны остаться до конца, потому что есть секрет глубоко в этом послании зарыт древний духовный закон, о котором редко говорят, который почти забыли, но это тот самый закон, который открывает окна небесные. Если вы уйдете до последней минуты, вы можете пропустить единственную фразу, которая откроет вам судьба. Поэтому я спрашиваю вас, нет, и побуждать ты, смотри до последней секунды. Небеса наблюдают за теми, кто выдержал до конца. Урожай принадлежит верующим. Позвольте мне спросить вас, вы когда-нибудь чувствовали себя так, как будто благословение всегда был в шаге от этого? Как будто каждый раз, когда протягиваешь руку, чудо исчезает, как пар? Это не совпадение, это шаблон, стратегия духовной войны, призванная утомить вас в рае, истощает ваше сердце, но сегодня цепь проволочек будет разорвана. Дух почти успеха будет разоблачен и уничтожен. Я дам вам ключ, но не раньше, чем вы услышите, что блокирует дверь. Потому что, дитя мое, ты столкнулся не только с финансовым кризисом, но и с духовным. Голод в твоем кошельке отражает голод в твоем мире. На завет я имею с вами не недостаток, а переполнение. Ты никогда не был создан, чтобы выживать на объедках, ты был создан, чтобы править избыток. Ты не нищий, ты наследник. И сегодня король готов вернуть своего ребенка. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Оставайтесь со мной. Не позволяйте ничему отвлекать вас. Выключите шум. Прислушайтесь. Потому что то, что я собираюсь вам открыть, изменит не только ваше отношение к деньгам, но и ваше отношение к ним. Мне. Вы увидите план, то обещать, то обеспечение, который кружил в вашей жизни, ожидая, когда ваше послушание вызовет его. Когда мы дойдем до конца, вы поймете, почему некоторые двери остались закрытыми, и увидите ключ, который был спрятан в вашу молитву. Но прежде чем мы перейдем к этому, вы должны понять следующее. Божественное откровение состоит из нескольких слоев. Каждая минута этого послания – это шаг вглубь. Если вы пропустите активация. Выпуск богатства, пробуждение и цель, восстановление вашего духа – все начинается с верное слушание. Вы здесь не случайно. Вас привлек сюда духовный магнит, потому что что-то внутри вас жаждало большего. Большей ясности. Большего направления. Большего благословения, и вот оно. Прямо здесь. Прямо сейчас. Но прежде чем я скажу точно, призвание которой вызовет сверхъестественный поток деньги, вы должны увидеть 3 признака, предшествующих финансовому прорыву. Их редко замечают. Большинство людей проходят мимо. Но как только вы научитесь распознавать эти признаки, вы никогда не пропустите ни одного чуда снова. Так что держитесь рядом. Мы только начинаем. То, что будет дальше, потрясет вас. Духи оживить свой мир. И в конце концов ты не уйдешь пустым, ты уйдешь уполномоченный. Вы уйдете со своим ключ.
Произнеся эту священную молитву всего один раз с непоколебимой верой и глубоким убеждением, вы откроете чудодейственную энергию, необходимую для управления вашими желаниями, высшую молитву изобилия. Да, я говорю о сверхъестественном ключе. Божественная формула, произнесенная в тайном месте, переданная через поколение пророков, сокрытая на виду и ожидающая того, у кого достаточно вероактивировать его. И я говорю вам сейчас, этот человек – вы. Это необычная молитва. Это завет высказывания. Духовное действие. Когда оно произносится с верующим сердцем, эта молитва становится магнитной силой, которая начинает притягивать ресурсы, связи и сверхъестественное богатство к вашей жизни. Библия гласит во Второзаконии 8 часов 18 минут. «Помни, Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Эта сила зашифрована в молитве, которую вы собираетесь услышать. Но только если она произносится осознанно. Только если произносится со святым власть. Вы должны понять, небеса не отвечают на пустые мечты. Небеса отвечают на веру. И когда вы объединяете раз правильным заявлением, врата небес открываются, и благословение изливается способами, бросающими вызов человеческой логике. Эта система, которую я разработал, план я, вплелась в само царство духов. Дитя мое, это не теория. Это закон, духовный закон. А теперь слушайте внимательно, ведь именно это большинство упускает. Они молятся, да. Они плачут, да. Но они не активировать, они говорят словами, но не духом. Они читают стихи, но не откровением. Но ты сегодня сделаешь иначе. Ты возвестишь это молитва изобилия всем своим существом. И когда вы это сделаете, вы станете свидетелями того, как невозможное станет реальностью. Вы увидите, как распахнутся двери, в которые другие годами тщетно стучались. Представьте себе, вы просыпаетесь однажды утром и обнаруживаете, что то, к чему вы стремились, теперь преследует вас. Представьте, что ваше имя произносят в комнатах, где вы никогда не были, ваши идеи ценят, ваши руки внезапно преуспевают во всем, к чему они прикасаются. Это сила божественного сонастроения. Это свидетельство духовного наследования. И все это начинается с одного момента радикального веры. Но вы не можете торопиться. Вы должны позволить откровению углубиться. Вы должны оставаться до того момента, как я произнесу молитву, и даже после, потому что у этого есть измерения, чудо, которые раскрываются постепенно. Слой за слоем. Уровень за уровнем. Как в Скинии были дворы, святилища и святое святых, так и путь к избыток. И вас приглашают за завесу. Я хочу, чтобы вы поняли эту истину. Бедность – это не просто отсутствие денег. Это наличие духовного барьера. И когда вы устраняете этот барьер, когда вы разрушаете твердыни сомнений, вины и ограничений, навязанных поколениями, вы открываете себе избыток не только в богатстве, но и в идентичности, в фаворе, в цели. Некоторые из вас несут финансовое бремя, которое вы не создавали. Долги за решения, которые вы не принимали. Проклятие поколений до вас. Но я говорю вам сейчас, они заканчиваются с тобой, эта молитва, не просто ключ, это меч. И с ее помощью вы разрубите путы, связывающие ваши руки. Вы разрушите стены, скрывающие ваши судьбы. Вы разрушите тишину, которая последовала за вашей молитвой. Ибо то, что было когда-то утаено, теперь высвобождается. Дитя мое, мне нужно, чтобы ты услышал это. Небеса уже сказали «да». В тот момент, когда ты настроил свое сердце, ответ был послан. Даниил молился, и ответ пришел в первый же день, но он был отложен из-за сопротивления духа.
Некоторые из вас были отложены, а не отвергнуты. А эта молитва. Она расчищает путь. Она посылает ангела с огнем в крыльях своих, чтобы сражаться за тебя. Они отверзают небеса и возносят имя Твое, как благовоние. Но это откровение имеет свою цену. Цена – это ваш полный внимание, ваше полное присутствие в этот священный момент. Вы должны заглушить все остальные голоса. Заставьте мир замолчать. Слушайте своим духом. Потому что я не просто даю вам информацию, я передаю власти, облекаю тебя в духовное богатства. Я влагаю в твои руки то, что искали короли и священники. Поэтому я спрашиваю вас прямо сейчас, если вы еще этого не сделали, нравится это видео. Почему? Потому что каждый лайк – это акт согласия. Публичное заявление «Я принимаю это слово». Дело не в алгоритмах. Дело в выравнивании. Когда вы нажимаете «Нравится», вы свидетельствуете небесам «Я готов получить благословение». Вы говорите Вселенной «Я согласен с божественным изобилием». Вы настраиваете свой веру в движение. И не просто нравится, оставаться. Дальше будет еще больше. Это только первый слой. Сейчас я покажу вам узор урожай, видите ли? Чудеса не происходят в хаосе. Они расцветают в порядке. Существует система благословения. Божественная последовательность, следование которой ведет к непоколебимому процветанию. И эта молитва содержит именно эту последовательность. Шаг за шагом. Фраза за фразой. Но ее нужно принять правильно. Дух. Помните, враг боится не ваших идей. Он боится ваших активаций, пока вы просто думаете о переменах, вы не опасны. Но как только вы начинаете двигаться, в тот момент, когда ты молишься, ты становишься оружием в руках Всевышнего. И сегодня именно к этому я тебя призываю. К движению. К созиданию. К силе. Трансформация. Я обращаюсь к тем, кто молча плакал, работал без награды, платил десятину безвозмездно. Задержка произошла не по вашей вине, она была создана вами. Потому что, когда придет это благословение, оно придет с интерес. Бог никогда не позволяет своим детям терпеть потери, не подготовившись к ним вдвойне. То, что вы считали неудачей, было лишь подготовкой к чуду, отказ был перенаправлением. Молчание было подготовкой к крик, слово которой вот-вот ворвется в вашу жизнь. Не позволяй своему сердцу ожесточаться. Не позволяй усталости победить. Встряхнись. Говори на языках. Возложи руки на грудь и провозгласи: «Я принимаю обещать». Скажи это даже сейчас. Скажи: «Я принимаю завет». Я принимаю изобилие. Я принимаю наследство. Потому что твой дух верит раньше, чем твой разум. И как только твой дух соглашается, твоя реальность следует за тобой. Есть еще один слой, который я должен раскрыть, прежде чем произнесу молитву. Скрытая истина, которая многим мешала достичь полного прорыва. Деталь настолько незначительная, но настолько мощная, что она меняет все. Но я не могу раскрыть ее, пока вы не примете полного присутствия. Пока вы не обязуетесь не просто слушать, но и отвечать. Потому что эта молитва не представление, а партнерство. Итак, вот вам божественное наставление. Оставайтесь со мной. Поставьте лайк этому видео. Приготовьте свой дух. Грядет последняя молитва. И вместе с ней величайший сдвиг в вашей жизни. И если вы чувствуете, как что-то шевелится в вашей груди, не игнорируйте это. Это присутствие Бога, подтверждающее это слово.
Это ваше подтверждение, тебя выбрали. Это твое время. Это твой момент. И следующий шаг – величайший из всех, что ты когда-либо делал. Потому что после этого твое имя будет связано с благословением, и ваша жизнь будет свидетельством чуда за чудом, твои слова станут оружием. Твои слезы станут маслом. И твои руки больше никогда не будут пустыми. Смотри внимательно. Молитва изобилия уже близка. Но прежде чем я ее произнесу, тебе предстоит столкнуться с одной истиной. Истиной, которая выявит задержку, разблокирует шаблон и зажжет благословение. Поэтому я повторяю: оставаться. Дальше наступает поворотный момент. Дальше ваш выпускать. Я смиренно взываю к божественному источнику всего творения, к высшей энергии, управляющей Вселенной, чтобы она убрала с моего пути все ограничивающие убеждения, негативную энергию и препятствия, мешающие моему финансовому, духовному и личностному росту. Я поднимаю эту мольбу из глубины моей души к дух, не просто шепотом, а ревом крика, крикавера, крик, а трансформация. Это не просто молитва, это спрос из тронного зала, заявление перед небесными судами о том, что период отсрочки закончился, точка избыток должен прийти. Но прежде чем это произойдет, прежде чем небеса выпустят богатство, то благословение, то наследование, я должен задать вам несколько вопросов. Не для того, чтобы навредить, а чтобы лечить. Не ранить, а будить ты встаешь. Потому что слишком много моих детей спят в буре, не подозревая, о ключе они несут, не видя дверей, стоящих перед ними. Поэтому я задаю вам сейчас с пронзительной любовью вопросы, которые разрушат тишину в вашей душе и принесут свет в самые темные уголки вашей души к сердцу. Вы жили своей жизнью так, как будто недостаток ваша личность. Вы позволили себе поверить, что раз ваш банковский счет пуст, то и ваше будущее тоже пусто. Кто сказал вам, что вы недостойны богатства? Кто нашептал тебе, что ты должен просить то, что я уже тебе обещал? Помните, когда вы впервые перестали верить? Когда счета стали выше ваших вера? Когда молитвы, которые ты шептал ночью, словно ударялись о потолок и отскакивали обратно? Это было после третьего отказа на работе. После предательства человека, которому ты доверял. Или когда ты отдал свои семьи и все еще не видел урожай. Сломалась ли твоя вера тихо, как ветка под зимним инеем, так тихо, что даже ты не заметил? Дитя мое, ответь на это своим дух. Почему вы считаете, что другим легче? Преуспеть, а вам невозможно. Почему вы считаете, что благословение как нечто далекое, чужое, предназначенное для счастливчиков или избранных, когда вы, мой избранник, отмеченный заветом и покрытый обетованием? Неужели враг убедил тебя, что промедление означает отказ? Эта борьба означает, что я отвернул от тебя лицо мое? Разве ты не видишь, что сокрушение было подготовкой к маслу? Что тишина была идеальной средой для божественной стратегии? Что я никогда не игнорировал тебя, я ставил тебя на место? Я спрашиваю вас сейчас, как долго вы будете жить под вашим духовное наследие? Как долго вы будете повторять шаблоны бедности и называете это смирением? Кто сказал вам, что страдание свято, когда я сказал в моем слове, что я благоволю к процветанию слуг моих? Посмотрите на свои руки, разве они не несут власти создать? Посмотрите на свою молитвенную жизнь, разве оно не помогло тебе выжить в бурях, в которых другие не выжили? Тогда почему же, дитя, ты позволил сомнению пустить корни там, где вера когда-то росли? Заключали ли вы когда-нибудь в своем сознании соглашение с духом нехватки? Соглашение вроде «наверное, я всегда буду испытывать трудности, может быть, у Бога есть любимчики, или мне просто не суждено быть богатым». Разрушьте их сейчас. Откажитесь от них.
Произнесите вслух: «Это не мое, правда. Это не мое, судьба». А теперь подумайте, когда в последний раз вы рассматривали деньги как благословение, не бремя? Когда вы начали верить, что просить избыток был эгоистичным, богатство было бездуховно? Я создал золото. Я создал им улицы рая. Думаешь, меня оскорбляет, когда мои дети ходят по финансовым чудесам? Или ты не понимаешь, что деньги в руках праведника становятся орудием трансформации? Если ваше сердце чистый и ваш вера активен, так почему же ты все еще не решаешься поверить в большее? Какая ложь из твоего детства, какая рана из прошлого все еще держит тебя в заложниках ограниченного мышления? Видишь ли ты, как другие жертвуют, строят, путешествуют, расширяются, и втайне удивляешься, почему с тобой этого никогда не случается? Думаешь ли ты втайне: это для них, а не для меня? Дитя, это не смирение, это неверие. И сегодня это неверие должно умереть. Что, если я скажу вам, что каждый раз, когда вы отдавали десятину, каждый раз, когда вы жертвовали, даже когда это было больно, небеса записали это? А что, если я скажу вам, что ни одно из ваших послушаний не было напрасным? Что каждый поступок вера усилил интерес к духовной сфере и урожай просрочен? Ты действительно веришь, что я буду смотреть, как ты страдаешь, и не спланирую прорыв? Что я позволю вам трудиться и не принести плода? Разве вы забыли принцип сеятеля и жнеца? Что то, что вы сеете со слезами, вы пожинать плоды в радости. И позвольте мне спросить вас, что бы изменилось в вашей жизни, если бы деньги перестали быть проблемой? Как бы вы служили? Кого бы вы благословили? Какое видение, наконец, воплотилось бы в жизнь? Вы думаете, что хотите богатства только для того, чтобы оплачивать счета, но я посадил нечто большее точка зрения в тебе. План поколений. Священное поручение. Но ты был так занят выживанием, что не смеешь мечтать. Поэтому я снова спрашиваю вас, мои возлюбленные, готовы ли вы прекратить выживать и начать процветающий? Вы готовы разрушить проклятие, изменить историю, выйти услугой и полностью реализовать обещание вашего наследования? Потому что если вы такой, вы должны делать больше, чем желать. Вы должны молиться. И не просто молитва, а высшая молитва изобилия. То, что я готов дать тебе. То, что, если произнести его из глубины души, откроет врата благословения над вашей жизнью. Но сначала откройте свое сердце. Произнесите: «Боже, я раскаиваюсь в том, что поверил лжи. Я освобождаюсь от стыда. Я отпускаю страх. Я снимаю блок. Я готов к трансформации». Видите ли, причина, по которой эта молитва действует, не только в ее словах, но и в ее сути. Дух за этим. Сдавшийся дух. Ожидающее сердце. Сосуд, который больше не принимает духовную посредственность. Ты не создан для крох. Ты создан для стол. И я приготовил его для тебя в присутствии твоих врагов. Чувствуешь ли ты сейчас волнение? Это стеснение в груди? Это тепло, поднимающееся в твоих руках? Это мой дух подтверждает, это ваше время. Не оглядывайся назад. Не сомневайся, благословения уже выпущен. Чудо находится в движении. Но ваш вера необходимо встретить его посередине. Итак, я задам один последний вопрос, прежде чем мы продолжим, прежде чем я опубликую божественную последовательность, прежде чем я открою точную молитву, которая откроет следующий уровень. Что ты сделаешь с тем, что я тебе дам? Будете ли вы беречь его? Будете ли вы провозглашать его ежедневно, горячо, со священным огнем? Будете ли вы защищать его от голосов сомнений и страха? Или вы пропустите его,
как и многие другие моменты, потерявшись в рассеянности. Потому что это не слово, которое нужно смотреть, это слово к войне секунд. Это меч в устах твоих. Завет в руке твоей, ключ в твоей душе. И если вы готовы, действительно готовы, то, что произойдет дальше, изменит не только ваш банковский счет. Оно изменит вашу духовную идентичность. Ты уже не будешь заемщиком, но будешь взаимодавцем. Ты уже не будешь последователем, но будешь лидером. Больше не упускают из виду, а выбранный. Оставайся со мной. Потому что после этого призвание начнется. И как только это произойдет, ничто в твоей жизни уже не останется прежним. Верховный Создатель, ты слышишь мой зов, ибо я больше не могу нести бремя финансовых невзгод. Я стою перед тобой с непоколебимой уверенностью Квера, зная, что у тебя есть власть изменить мою реальность и привести меня в соответствие с бесконечностью процветания. Подними меня из разбитого состояния и приведи меня в состояние финансовой легкостью деньги текут, чтобы утешить меня, не чтобы контролировать меня, не чтобы сломать меня, а чтобы поддержать и дать мне силу как твоему ребенку, твоему сосуду, твоему избраннику. Наступает момент в путешествии каждой души, когда крики становятся слишком сильными, чтобы их сдержать. Когда тяжесть и достаток, боль отвержения и боль от отсутствия ответа молитвы словно железо давит на грудь. В тот момент, этот момент все начинает меняться. Не потому, что меняется внешний мир, а потому, что сердце наконец сдается. Ты сейчас там, не так ли? Это священное пространство между отчаянием и освобождением. Та грань, где слезы становятся заступничеством. Но послушайте, ваши крики не остались неуслышанными. Ваши рыдания вознеслись к трону. Ваши вздохи стали песня к небесам. Ты считаешь себя слабым, но для меня твоя капитуляция – это сила. Каждый раз, когда ты опускал голову от стыда из-за неоплаченных счетов, каждый раз, когда ты безмолвно кричал об упущенных возможностях, каждый раз, когда ты отдавал последнее семя и не видел немедленного урожая, я был там. Наблюдал. Плакал вместе с тобой. Готовил что-то более серьезное, чем просто пополнение банковского счета. Я готовил трансформацию. Но вы спрашиваете себя, если Бог действительно слышит меня, почему давление растет? Почему я все еще чувствую себя таким отстающим, таким невидимым, таким подавленным? И здесь кроется моральная дилемма, глубокое духовное напряжение, которое мало кто понимает. А что, если я скажу вам, возлюбленные мои, что я часто позволяю давлению усиливаться не для того, чтобы наказать вас, а чтобы подтолкнуть вас к божественному выравниванию, чтобы сжечь ложные идентичности, сценарии поколений, молчаливые заветы, которые вы заключили со страхом? Да, теперь я это вижу. Невысказанная клятва, данная вами после последней финансовой неудачи, я больше никогда не буду пытаться. Горькое внутреннее обещание, данное вами после того, как кто-то высмеял ваши мечты, может быть, успех не для меня. Но эта ложь окутала ваш дух, как дым, и я, Верховный Создатель, пришел очистить воздух. Чтобы раскрыть соглашение, снять проклятие. А теперь слушайте внимательно. Я сейчас вам расскажу привилегированное знание, священная истина, которую большинство никогда не поймут. Деньги в моем царстве не течет сначала в ваши руки. Она течет сначала в вашу систему верований. Вы не притягиваете то, о чем просите, а то, что готовы получить. И многие из вас неосознанно отвергают избыток потому, что ты никогда не чувствовал себя достойным этого. Ты одухотворил свою борьбу. Ты ошибся. Страдания для святости, дефицит для сдачи. Но это не мой путь. Дилемма вот в чем. Вы хотите богатства, но часть тебя боится того, что это сделает с тобой.
Ты просишь чудеса, но глубоко внутри вы сомневаетесь, не злоупотребите ли вы благословением. Вы взываете к избыток, но шепот говорит, что ты не готов. Это не мой голос. Это остатки стыда. И сегодня мы сжигаем их. Позвольте мне показать вам то, что знают немногие. Враг вашего благополучия – это не отсутствие денег, а наличие внутреннего разделения. Разделенное сердце не может вместить полноту благословения. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Тебе следует выбрать полностью. Ты должен кричать всем своим существом. Не только устами, но и волей, своей личностью, каждой клеточкой своего тела. Взывайте: «Боже, я готов». Не только к утешению, но и к призванию. Не только к деньгам, но и к завету. Я готов стать тем человеком, который сможет нести благословение, а не просто получить его. Очисти меня. Открой меня. Восстанови меня. А теперь подумайте об этом. Что, если причина вашей задержки не в том, что вы недостойны, а в том, что я спасал вас от уничтожения, а благословений вы не были готовы управлять? Что, если богатство-то, о чем вы просили, сломало бы вас под давлением, потому что ваш личностью еще был занят доказыванием себя другим? Вот почему я медлил, не для того, чтобы отречься от тебя, но чтобы развивать ты. И вот ты приближаешься к моменту освобождения. Но прежде чем врата процветания открыто, я должен спросить вас, готовы ли вы отпустить идентичность, выкованную в бедности? Готовы ли вы перестать преклоняться перед своими ранами? Перестанете ли вы, наконец, извиняться за свои судьбы? Есть река благословения, что течет от моего престола. Его не останавливают банки, границы или сломанные системы. Но он течет только к открытые сердца. Сердца, не связанные религией, не плененные страхом, но отдавшиеся радикальному доверию. Ты доверяешь мне. Доверяешь ли ты мне настолько, чтобы следовать неудобным инструкциям? Отказаться от хорошего, чтобы принять больше. Отдавать десятину, даже если у вас задолженность по аренде. Благословлять других, даже если ваш собственный шкаф почти пуст. Я знаю, это бессмысленно. Но чудеса редко делают. Теперь я открою вам духовная технология, священная формула, зарытая в писаниях, скрытая от случайных читателей, предназначенная для ищущих. Принцип придавливания, встряхивания, переливания. Это не метафора. Это божественный порядок. Когда вы освобождаете то, что в вашей руке, я освобождаю то, что в мой. Но большинство так и не доходят до перебежки, потому что сопротивляются нажатию вниз. И ты, мои возлюбленные, находишься под давлением. Я сжимаю твой дух не для того, чтобы раздавить его, а чтобы подготовить его к излиянию. Вот почему тебе больно. Вот почему ничего не получается. Потому что я готовлю тебя к все. Позвольте мне открыть вам еще один секрет. Боль – это язык-переход. Каждый раз, когда твоя душа болит, это схватка. Ты рождаешь свой следующий уровень. Вы трудитесь ради своего наследия. Но я, как акушерка, здесь. Я не позволю тебе сломаться. Я не позволю тебе умереть при родах. Но ты должен дышать, вдохни мое обещание. Выдохни ложь. Вдохни, вера, выдохните страх. Потому что ваш урожай зависит от вашей ориентации в данный момент. Ваша способность полагать даже, когда ничего не имеет смысла. Это правда богатства, тот, который поддерживает. Итак, вот что мне нужно, чтобы вы сказали: «Боже, я освобождаюсь от страха успеха. Я освобождаюсь от стыда неудач. Я освобождаюсь от чувства вины за прошлые ошибки.
Я отрекаюсь от каждой части себя, которая сопротивляется избыток «ты» уже обозначил мое. Я выбираю быть готовым. И когда вы это говорите, что-то меняется в душе. Вы не почувствуете это сразу, но заметите, как давление начинает ослабевать. Воздух станет чище. Ваши руки станут легче. Это не воображение, это ответ небес. Дверь начинает открываться. Но не останавливайтесь на достигнутом. То, что следует дальше, священно. В следующем разделе я расскажу вам о точных фразах, о точных молитвах, которые открывают поток божественной энергии богатства. Я поделюсь словами, которые действуют как ключи к небесным сводам, декларациями, которые трогали ангелов, исцеляли сердце и разрушали родовые проклятия. Но вы должны быть готовы. Отбросьте все отвлекающие факторы. Отбросьте беспокойство. Сосредоточьтесь. Дух, потому что мы не просто действуем. Мы собираемся сдвинуть горы. Это поворотный момент. Давление реально, но и обещание тоже. Боль реальна, но и обещание тоже. Помазания. Следующие слова, которые вы услышите, будут началом вашего выпуска «Оставайтесь со мной». Мы почти у цели. Чудо не придет, оно здесь. Вселенский источник, создатель всего, я прошу с абсолютной верой и доверием. Пусть деньги текут ко мне свободно, пусть финансовые возможности, успех в бизнесе и неожиданные подарки приносят мне процветание, я заслуживаю. Пусть удача притянется ко мне, как магнит, позволяя богатству идти в мою жизнь навсегда. Я прошу об этом не как нищий, а как дитя завета. Как тот, кто знает, что дверь уже открыта, урожай уже созрел, чудо уже выпущен. Время ожидания прошло. Сезон промедления закончился. Настал час яви. Не просто слово, не просто надежды, не просто обещания, плывущие по ветру на проявление. Конкретный, видимый, осязаемый благословение. Божественное богатство, которое появляется в вашем почтовом ящике, на вашем банковском счете, во внезапном телефонном звонке, который меняет все. Возможности, которые преследуют вас. Деловые предложения, которые появляются из неожиданных мест. Божественные связи, которые двигают горы. Время пришло. Вы должны заявить об этом сейчас голосом власть. Я принимаю поток денег. Я принимаю прорыв. Я принимаю сдвиг. Произнесите это снова. Громче. Пусть ваша атмосфера услышит это. Пусть каждый упрямый дух бедности содрогнется от звука вашей уверенности. Я принимаю поток избыток, я призываю урожай. Я готов. Вы уже это видите. Вы видите себя, входящим в дверь. Вы видите чеки с вашим именем. Вы видите, как ваши долги тают, как дым. Вы видите звонки клиентов, рост заказов, незнакомцев, которые дают вам то, что вам нужно еще до того, как вы об этом попросите. Это не фантазия. Это духовный закон. Вот как проявление работает. Оно откликается на веру. Оно откликается на ожидание. Он отвечает на заявления, сделанные с чистой, смелой точки зрения, сердца. Слишком долго ты смотрел на мир снаружи, надеясь, что кто-то другой подарит тебе прорыв. Но теперь ты понимаешь, ты магнит. Ты притяжение. Ты ключ. Вы несете в себе частоту услуги. Вибрации богатства, и когда ваш дух настраивается на небеса, все вокруг вас начинает меняться. Все начинает подчиняться порядку избыток. Теперь я хочу, чтобы вы сделали глубокий вдох и представили это своим идух. Вы стоите в поле. Почва плодородна. Небо открыто. И вокруг вас золотые семена,
которые вы посеяли с верой, в тишине, в боли. Каждая десятина, каждая молитва, каждый акт щедрости, каждый миг терпения. И вдруг вы слышите это звук дождь. Сначала мягкий, затем стремительный, льющийся вниз. И поле начинает расти. Побеги пробиваются сквозь землю. Деревья процветания вырастают прямо на ваших глазах. Это ваш урожай. Но послушай, дитя. Это не только твой момент, это твои показания, это проявление не только для вашего комфорта. Это ваше призвание. Это для того, чтобы другие могли увидеть и узнать, что есть Бог, который исполняет свои обещания. Что существует Божественный Завет, который не может быть нарушен. Что когда вы доверяете, небеса движутся. Поэтому я должен спросить вас сейчас, не просто как оратор, но как голос божественного подсказывания, комментарий ниже. Да, комментируйте. Не потому, что мне нужны слова, а потому, что вам нужно активировать твой голос. Есть власть заявления. Сила в написании видения и его ясном изложении. Ваш комментарий – ваше подтверждение. Ваш комментарий – ваш завет. Напечатайте его прямо сейчас, и я получаю свой финансовый прорыв. Я получаю свое изобилие. Я получаю свое чудо. Пусть Вселенная это увидит. Пусть Духовное Царство это запишет. Пусть враг услышит это и отступит. Вы больше не прячетесь. Больше не ждете разрешения на процветание. Вы вошли в поток-денек движения проявления, течения божественного процветания. И не комментируйте небрежно. Провозглашайте со святой силой. Пусть ваши слова будут смелыми. Пусть они сотрясают экран. Говори как тот, кто знает, а не тот, кто надеется. Скажите, деньги текут ко мне без усилий. Возможности сами ищут меня. Богатство притягивается ко мне, как магнит. Повторяйте это, пока атмосфера не начнет меняться. Пока что-то не пошевелится в комнате. Пока ваш дух полностью пробуждается к своему наследию. Потому что когда ты говоришь, что-то активирует, ангелы слушают. Врата откликаются. И благословение ищет, куда приземлиться. Пусть ваш комментарий станет взлетной полосой. Пусть ваше согласие станет открытой дверью. Пусть ваше заявление станет магнитом, притягивающим то, что вам принадлежит. Разве вы недостаточно трудились в тишине? Разве вы недостаточно долго ждали? Настал ваш момент подняться. Сказать «Я готов». Заявить «Больше никакой бедности». Больше никакой нужды. Больше никакого финансового стыда. Я вступаю в свою жизнь, сезон перелива. Оглянитесь вокруг. Все, что когда-то мешало течению, теперь исчезает. Двери, которые раньше скрипели, теперь распахиваются настежь. Услуга то, о чем вы молились тайно, теперь окружает вас публично. Вы входите в комнаты, о которых когда-то только мечтали. Ваши руки, когда-то пустые, теперь полны инструментов. Трансформация. Ты больше не жертва, ты судно. Судно процветания, обеспечения божественного доказательства. Вы были призваны не просто выживать. Вы были призваны процветать. Оставить наследие. Возвести алтари богатства, которые будут говорить с поколениями после вас. Вот почему битва была такой ожесточенной. Вот почему война вокруг ваших финансов была такой беспощадной. Потому что враг видел, что грядет. Но он проиграл. Вы выдержал.
И теперь масло ваше верность сей краткий час польется. Но все же власти должны быть запечатаны. Вы должны комментарий. Не позже. Не завтра, точка сейчас. Как акт послушания. Как акт подтверждения. Напишите свое заявление. Напишите свое согласие. Напишите свою хвалу. И смотрите, что будет дальше. И если вы чувствуете, что вас ведут, поделитесь своим видением. Расскажите миру, во что вы верите. Это дом, бизнес, свобода от долгов, новая машина, стипендия, миссия, чудо. Напишите об этом. Пусть мир узнает, во что вы верите. Вера похожа. Пусть ваши слова станут семенами. И смотрите, как небеса поливают их. Вы не просто зритель этого сообщения. Вы участник его силы. И ваше участие начинается с Вашигороти, движется через ваши руки. Говори. Пиши. Требуй. Пожинай. Потому что, дитя, проявление уже началось. Сдвиг уже начался. Деньги уже движутся. Возможность уже движется к тебе. И твой комментарий – это мост между слушанием и обладанием. Поэтому провозгласите это сейчас. Я принимаю. Я готов. Я заявляю о своем чуде. Я нахожусь в потоке процветания. И не останавливайтесь на одном. Повторите это завтра. Вернитесь и прокомментируйте. На следующей неделе. Пусть это станет вашим алтарем свидетельства. Ведь чем больше вы его произносите, тем крепче оно становится. Чем чаще вы его подтверждаете, тем быстрее оно приходит. Урожай в ваших руках. Избыток у ваших ворот. Пусть ваш голос звучит громче. Пусть ваши пальцы двигаются. Оставьте комментарий сейчас. Потому что ваше благословение не ждет случая, он ждет вашего согласия. Сегодня я утверждаю, что богатство входит в мою жизнь. Деньги тянутся ко мне, как мощная сила, наполняющая мои руки и остающаяся со мной с этого момента. Финансовый успех приходит легко и неожиданно. Деньги сами находят меня, когда я больше всего в них нуждаюсь. Я больше не гонюсь за благословение гонится за мной. Я не работаю в отчаянии, я иду в уравнивании, я не борюсь в страхе, я иду в веру. Теперь, в этот священный момент тишины, я останавливаюсь и осознаю то, что уже произошло. Прорыв больше не относится к будущему времени, он, подарок к урожаю же начал расти. Избыток – это уже не идея. Это реальность. Она уже формируется вокруг меня, проявляясь в видимом и невидимом. Теперь я живу в поток божественного провидения. Я в гармонии с источник. Ключ повернулся. Дверь открыта. Я утверждаю, что жизнь борьба позади. Годы, когда все было достаточно, прошли. Я не просто выживаю, и процветать я больше не извиняю за то, что жажду богатства, потому что теперь понимаю, что богатство – это духовное задание, процветание – моя доля, избыток – это мое наследие. Я несу в себе личность того, кто избран, кому доверяют и кому благоволят. Ресурсы небес. Мой вера стала моей основой, и на ней чудеса стоять гордо. Каждый день теперь наполнен сверхъестественными событиями. Простота. Деньги находит меня, когда я даже не смотрю. Благосклонность находит меня, когда я отдыхаю. Клиенты появляются. Звонки приходят. Решение приходит еще до того, как я осознаю проблему. Я больше не паникую. Я больше не боюсь. Я больше не подвергаю сомнению свое право получать. Я принимаю с радостью.
Я принимаю с миром. И получать с уверенностью. Речь уже не о надежде, а о знании. И значит, мой запас вечен. И значит, Вселенная настроена в мою пользу. И значит, благословение, о котором я молился, уже активировалось. Мой банковский счет растет. Мои активы умножаются. Мои возможности увеличиваются. Теперь я магнит для божественного богатства. Произнесите это вслух. Я магнит для божественного избыток. Пусть ваше сердце согласен. Пусть ваше тело почувствует перемены. Пусть ваше телодух примите истину. Это навсегда. Это не временное облегчение, это на всю жизнь трансформация. Это не разовое чудо, это новой личности, я не надеюсь на перемены и явлю сменения. Я не жду повышения, являюсь от увеличения. Больше никаких мелочных размышлений. Больше никаких отступлений. Больше никаких сомнений, обещать, я больше не вспоминаю боль прошлого, я вспоминаю обещание настоящего. Я говорю о собственности. Я заявляю в терминах обладания. Я больше не говорю «я хотел бы», я говорю «я уже я». Потому что мои слова строят мою реальность, мои заявления прокладывают мне путь. И мой вер растягивает вниз услуга, которая всегда принадлежала мне. Поэтому я спрашиваю еще раз, что вы утверждаете сегодня? Запишите это ниже. Запечатайте публично. Не откладывайте. Каждое написанное вами слово – это духовное соглашение. Каждое предложение – оружие против сомнений. Каждое заявление – это семя, гарантирующее урожай. Не стыдитесь заявлять о изобилии. Слишком долго враг внушал народу Божьему молчать о богатстве, шептать о благословении, извиняться за успех. Но хватит. Вы не крадете чужое благословение, вы просто идете по своему наследству. Вы не берете слишком много, вы принимаете то, что было уже зарезервировано для тебя от сотворения мира. Ты не эгоист, ты судно. Говорю вам истину, многие призваны, но немногие подтверждают призвание. Вы совершаете нечто редкое, когда говорите это смело. Вы стоите в согласии с небесным домостроительством. Вы отвергаете скудость, которая управляла вашим родом. Вы говорите: «Я не передам борьбу, я передам благословение». Вот почему вам нужно повторить это еще раз. Вот почему вам нужно повторить это еще раз. Я принимаю чудо. Я принимаю избыток. Теперь я носитель сверхъестественного богатства. Твой голос создает твое будущее. Твои слова формируют твои двери. А твоя вера возводит лестницу под твоими ногами. Пути назад нет. Вы перешли черту. Вы по другую сторону испытания. Речь идет уже не только о вас, речь идет о тех, кто за вами наблюдает. Речь идет о ваших детях, вашей семье, вашем происхождении. Вы не просто утверждаете богатство на сегодня. Вы утверждаете наследие. И все же я спрашиваю, что вы прокомментируете ниже? Будете ли вы говорить как тот, кто получил свиток судьбы? Объявите ли вы свое преображение постоянным, вечным и необратимым? Не сдерживайтесь. Напишите свое утверждение сейчас как акт завета. Сделайте его ясным. Запишите видение и сделайте его ясным. Я больше не под проклятием, я под обещанием. Помните эту священную истину. Акт утверждения – это не высокомерие, это согласие. Вы говорите не потому, что у вас есть сила. Вы говорите не потому, что у вас есть вера. Вы говорите не потому, что вы видели полную жатву. Вы говорите, потому что вы доверяете Слову Божьему,
даже пока почва еще мягкая. Это вера. Это ключ, открывающий сокровища небес. Давайте же вместе еще раз это подтвердим. Произнесите это вместе со мной. Я безмерно благословлен. Двери, которые были закрыты, теперь открыты. Возможности, которые откладывались, теперь появляются. Деньги приходят ко мне неожиданными способами. Благосклонность следует за мной. Богатство льнет ко мне. Я – магнит для божественного промысла. Я – семя Авраамова. Я наследую не только деньги, но и наследие. Не только успех, но и власть царства. Чувствуете перемену. Это не эмоция. Это выравнивание духа. Это эхо небес, подтверждающее то, что твое сердце уже знает как истину. И последнее. Я хочу, чтобы вы заявили следующее, прежде чем закроете это видео. Напишите это в комментариях ниже. Пусть это будет вашим последним утверждением. Это мой сезон. Это мой урожай. Это мое богатство. И поверьте мне, Дитя Божье, когда вы прокомментируете это, атмосфера в вашей жизни изменится. Потому что Бог отвечает на смелость. Он действует в ясности. Он высвобождает богатство там, где оно есть точка уверенная вера. Поэтому я спрашиваю еще раз, что вы утверждаете сегодня. Какого чуда вы больше не ждете, а вживаетесь? Что изменилось в вашей личности теперь, когда вы приняли, что избраны, назначены и помазаны для изобилия? Пусть мир увидит ваше утверждение. Пусть небеса станут свидетелями вашего согласия. Пусть ваше сердце услышит вашу смелость. И пусть она будет записана в духовном мире. Я принимаю чудо. Я хожу в богатстве. Я свидетельство Божьего обетования. А теперь оставьте комментарий ниже. Ваше заявление – это ваша судьба. Я хожу с новой осанкой. Мои плечи расправлены. Моя голова поднята. Потому что я знаю, кому я принадлежу. Я знаю, что несу. Я знаю, что урожай не пришло только благодаря усилиям, это произошло благодаря выравниванию. Я принял истину. Я подчинился процессу. Я согласился с завет. И теперь я живу в награде. Я понимаю деньги со всех сторон. Я вижу, как появляются решения там, где были одни препятствия. Я вижу потоки доходов, поднимающиеся, словно реки в пустыне. Я вижу, как люди спрашивают меня, как вам это удалось? И я отвечу им, не силой, не властью, а силой Дух Божий я поверил. Я сдался. И заявил точку. Это жизнь, полное переполнение. Вот каково это, когда проклинать перерывы и завет берет верх. Вот что значит жить по ту сторону бури, просыпаться каждое утро, зная, что ты потребности удовлетворяются, ваше будущее в безопасности, ваши руки благословенны. Вот что значит перестать выживать и начать правящий. Провозгласите: все, к чему я прикасаюсь, умножается. Каждое семя, которое я сею, дает приплод. Каждая молитва, которую я возношу, исполняется в идеальное время. Каждая комната, в которую я вхожу, наполняется благодатью. Каждый разговор ведет к прорыву. Больше нет промедления. Больше нет духовного сопротивления. Я больше не живу под гнетом поколений. Недостаток. Теперь я работаю под руководством поколений избыток. Мой родословно изменился. Мое наследие переписано. Дети моих детей познают это благословение не как тайну, а как норму.
То, что было трудно для меня, станет для них легким. То, что заняло у меня годы, займет у них дни. Потому что я прорвался. Потому что я стоял в проломе. Потому что я верил, когда никто другой не мог видеть. И вот я отдыхаю. Не в пассивности, а в уверенности отдыхаю в ритме божественного времени. Я больше не чувствую спешки. Я больше не паникую в ожидании. Я знаю, что нахожусь в потоке богатства, и ничто не может меня вытеснить. Я не боюсь будущего, я его приветствую. Я не страшусь завтрашнего дня, я уже оборудованный за это. Я иду в вечном благословении. Бог. Повторите это сейчас. Я нахожусь в гармонии с божественным богатством. Я нахожусь в гармонии со сверхъестественным процветанием. Я нахожусь в гармонии с жизнью, для которой я рожден. Мне не нужно суетиться, чтобы доказать свою ценность. Мне не нужно бороться, чтобы заслужить свое место. Я уже одобренный. Я уже назначен. Я уже помазанный для этого. Пусть каждый момент, следующий за этим заявлением, будет наполнен доказательствами. Пусть каждый мой шаг станет шагом в услугу, пусть каждый мой вдох напоминает мне, что я благословенный сверх всякой меры. Сделано. Улажено. Запечатано. Я богатый. Я процветающий. Я выровнен. Я бесплатно. Да будет так. А божественная энергия, источник бесконечности процветания, я наполнен огромным благодарностью для богатства, что вливается в мою жизнь. Твоя сила исполнила мою просьбу, и я буду вечно благодарен за безграничные благословения, которые продолжают разворачиваться передо мной. С сегодняшнего дня деньги легко вливаются в мою жизнь и никогда не покидает ее. Я верю в высшую энергию изобилия, и я знаю глубоко внутри себя дух, что моя финансовая реальность уже сдвинутой. Этот момент священен. Это пространство божественно. Что-то внутри вас пробудилось. Что-то вырвалось на свободу в невидимом мире. Цепи пали. Блоки разрушены. Старые соглашения с нехваткой были отменены. Вы больше не надеетесь на трансформацию, ты живешь внутри него. И я, как глаз подтверждения, я здесь, чтобы рассказать вам, это сделано. С этого дня вы идете в вибрации избыток, вы говорите на языке благословения. Вы несете подпись богатства. И это не случайно, это завет. Потому что ты поверил. Потому что ты осмелился спросить. Потому что ты открыл свой сердце полностью получить. Ты доверился процессу, вы присоединились к обещанию, и теперь все начинает отражать этот внутренний сдвиг. Внешний мир должен подчиняться новому духовному закону, который был написан в вашей жизни, процветание – твоя доля. Итак, теперь, когда мы завершаем это божественное путешествие, я приглашаю вас запечатать ваше соглашение со словом общественной веры. Комментарий ниже не просто смотрите, привлекать. Напишите «Аминь», напишите «Я принимаю», напишите «Богатство мое», напишите свое личное заявление. Потому что ваши слова имеют значение. Они создают атмосферу. Они отражаются в невидимых для вас сферах. Ваша молитва, изложенная в письменной форме, становится знаменем, реющим над вашим прорывом. Если это сообщение взволновало воздух, если вы почувствовали перемену, подтверждение, силу, не упустите этот момент, не подписавшись. Это не просто видео, это божественная встреча. И впереди еще больше. Каждое послание – ключ. Каждое слово – семя. И вместе они откроют полный урожай Бог приготовил для тебя. Так что жмите «Подписаться».
Присоединяйтесь к нам в сообщество Завета. Пусть каждое новое видео будет напоминанием о том, что вы не одиноки в этом путешествии, что небеса все еще говорят, что Вера все еще жив, что ваше чудо все еще разворачивается. Я оставляю вас с высочайшим благословением. Пусть ваши руки всегда будут открыты для принятия. Пусть ваши банковские счета будут переполнены неожиданными дарами, к избыток пусть дни твои будут наполнены благодатью, а ночи – миром. Пусть ты выйдешь в каждую дверь, назначенную тебе точка судьба, и никогда больше не возвращаться к жизни, полной ограничений. Идите вперед не как ищущий, а как принимающий. Не как ожидающий, а как тот, кто уже получил полученный. Ибо услышали вас небеса. Ангелы были посланы. И благословение то, что вы когда-то только представляли, теперь обретает форму вокруг вас. Напишите «Аминь». Подпишитесь сейчас. И помните, ваше следующее чудо может произойти уже через одно видео.